Привет, меня зовут Лена. Я на своем канале готовлю полезные сладости без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить очень простую и при этом очень вкусную шоколадную глазурь. В ней нет сахара и масла. Ею можно украшать торты, пирожные и десерты в стаканчиках. С ней получаются красивые подтеки и надписи. Вот какие ингредиенты нам понадобятся. Вопросы по ингредиентам и заменам задавайте в комментариях, я постараюсь вам помочь. И спасибо за лайк! Первым делом нужно обжарить сухое обезжиренное молоко. Я, как всегда, обжариваю сразу много, про запас. Обжариваем на среднем огне при постоянном помешивании до карамельного цвета. Все равно, как ни помешивая, в сухом молоке всегда появляются комочки. Лучший способ от них избавиться – воспользоваться блендером. Измельчаем до исчезновения комочков. Вот такое обжаренное сухое молоко нам понадобится. Я храню его в холодильнике для будущих десертов. Бананового мороженого или карамельного чизкейка, например. Соединяем 100 грамм молока и 50 грамм обжаренного сухого молока. Тщательно перемешиваем. Вот такая смесь у нас получается. Доводим ее до кипения. Это позволяет сухому молоку разойтись и полностью раствориться. И добавляем в горячее молоко 8 грамм желатина, замоченного в 80 граммах воды. Тщательно размешиваем до полного растворения желатина. Сюда же добавляем 5 грамм подсластителя. Кстати, здесь его спокойно можно заменить на любой натуральный сироп или мед, но при этом нужно будет убавить количество воды. Вот такая жидкая глазурь у нас получается в горячем виде. Переливаем ее в кондитерский мешок. Я на всякий случай пропускаю через сито, так как бывает остаются комочки сухого молока. И наша глазурь готова. Перед использованием ее необходимо охладить до температуры 26-32 градуса Цельсия, в зависимости от того, какие вы хотите подтеки. Более теплая глазурь будет стекать тонкими и длинными подтеками. Более холодная глазурь будет сразу гуще, еще до попадания на торт. Соответственно, подтеки будут потолще. А на холодном торте она быстрее застынет, поэтому подтеки получатся не длинные. Прежде чем наносить глазурь на торт, можно попробовать на любом холодном предмете, стакане или контейнере из холодильника степень текучести глазури. Если она вас устраивает, приступайте к декору торта. Наносим эту глазурь всегда на максимально холодный торт, чтобы подтеки застыли на нем, а не стекали вниз. Пока глазурь не застыла полностью, на нее можно крепко-накрепко приклеить декор. А если она уже затвердела, то можно на каждый элемент декора капнуть капельки глазури вместо крепления. Тогда все отлично склеится. И напоследок еще лайфхак. Эта глазурь прекрасно хранится в холодильнике 3 дня. Охлажденную глазурь можно прогреть в мультиварке на самой низкой температуре. У меня это 35 градусов Цельсия. А если вам она понадобится не скоро, смело замораживайте ее для будущих шедевров. Вот такие красивые получаются карамельные подтеки. И эта глазурь еще и очень вкусная и очень карамельная. Прекрасно подходит для всех карамельных, медовых и морковных тортиков. Если это видео оказалось для вас интересным и полезным, ставьте лайк и делитесь им с друзьями. И подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Пока!